увидел, что рынок у нас начал сильно двигаться, есть монеты, которые летят и в лонг, и в шорт, и поэтому, думаю, получится найти парочку интересных сделок. Начинаем с баланса 1040 долларов, риск на сделку у меня по-прежнему 1,5%, на всю торговую сессию 5%. У меня сейчас проблемы со светом, но увидел красивую ситуацию и решил открыть здесь сделку. Мне кажется, большинство трейдеров открываются здесь по тренду в лонг. Есть возможность поставить короткий стоп-лосс. Мы видим, что у нас откатов сильных вниз не происходит. И в принципе дальнейшее движение у нас поджимается дальше вверх. Складывается впечатление, что в принципе движение вверх может продолжиться. Поэтому я открывал здесь шортовую сделку и хотел взять импульсные движения в 2% вниз на сбор стопов лонгистов. В принципе, движение вниз у нас происходит. И, кстати, возможно, сейчас закроюсь на разбор вот этой вот заявочки. К сожалению, импульс выкупили и нас здесь закрыло в убыток. Открылся в очень волатильной монете. Мне кажется, трейдеры будут здесь открываться по тренду в лонг. И поэтому я открывал здесь шортовую сделку. Есть уровень поддержки, за который можно прятать свои стоп-лоссы и потенциально заходить по тренду в лонговые сделки. Также у нас цена довольно-таки сильно отскакивает каждый раз от уровня поддержки. Есть возможность брать, скажем так, с минимальным риском заходить и брать большое движение. Поэтому шортовая сделка открыта и хочу взять небольшое обновление вот этого вот, например, минимума. Так, импульс у нас происходит. Я закрыл первую часть по заявке и остальную часть я хотел и сейчас закрыл руками. Решил не рисковать, не брать какое-то большое движение. Мы обновили парочку ближайших минимумов. И в принципе какая-то часть стоп-лоссов за ними стояла, поэтому я закрыл сделку быстренько руками. Зашел в опасную сделку, она у меня может очень быстро закрыться. Но в моменте мне показалось, что трейдеры здесь заходят в шорт, так как у нас мы подошли к уровню сопротивления, от которого цена начинает плавненько двигаться вниз, есть возможность ставить короткий стоп-лосс и ловить какой-то откат, либо же полноценный разворот. Поэтому я подумал, что здесь шортистов больше и открывал лонговую позицию, хотел взять небольшое движение вверх на обновление максимума и круглого числа 90 центов. Но, к сожалению, все-таки цена у нас пошла дальше вниз и меня здесь закрыло в убыток. Перезашел в этой позиции, но сделка она чуть хуже уже по качеству. Логика в принципе абсолютно такая же, есть круглое число, есть уровень сопротивления, от которого трейдеры могут заходить в шорт. И в принципе у нас какое-то движение здесь затухает и нет уверенности, что у нас пойдет дальше вверх. При этом есть возможность, особо ничем не рискуя, ставить короткий стоп, брать большое движение, поэтому попытался все-таки здесь перезайти и взять вот это обновление 90 центов. Так, у нас импульс происходит. И закрыл я позицию быстренько по рынку, потому что начинает и подвисать стакан. И в принципе здесь ситуация отыграла так, как я и хотел. Я думаю, большинство трейдеров сейчас открывают позиции в лонг, потому что у нас есть очень сильные движения вверх, которые мы, скажем так, начинаем очень агрессивно продолжать. У нас есть определенные накопления, с которых мы очень импульсно выходим вверх. У нас было сильное падение, которые моментально откупают. И в принципе у нас чуть выше есть круглое число 1 доллар. Как мне кажется, трейдеры будут нацелены, скажем так, более на эту цифру и открывать позиции по тренду, потому что монета у нас сегодня очень сильно растет. Плюс также есть возможность сейчас ставить относительно короткий стоп-лосс. Не так близко, конечно, по процентам, но в принципе по графику не очень далеко. И можно открываться по тренду, пытаться брать вот это продолжение движения. Поэтому открыл шортовую сделку, хочу взять небольшое снижение на обновление, наверное, вот этого вот минимума. Так, опасный момент. Может меня сейчас закрыть по стоп-лоссу. Да, к сожалению, закрыли нас здесь в убыток.
Я не знаю, вот эта сделка очень у меня спорная. Возможно, это было нарушение, возможно, нет. Решил я здесь перезайти. Логика у нас абсолютно такая же. Плюс мы здесь начали еще и импульсно двигаться вверх, как будто это дополнительный стимул трейдерам открывать позиции на продолжение движения. Играет мне на руку то, что после этого импульса мы стоим на месте, а не продолжаем рост. Дают возможность открывать еще больше позиций. Поэтому, в принципе, здесь, мне кажется, эта сделка обоснованная, и все-таки движение вниз может случиться вполне реально. Okay, let's go. Идет движение в нашу сторону. Тут потенциально можно было взять намного больше движения, но я, как всегда, не рискую. Беру ближайшее обновление минимумов. И, в принципе, сделочка закрывается. Не буду здесь наглеть, хотя потенциально могло, как мне кажется, здесь собрать еще даже чуть-чуть ниже пойти в будущем. Но сделка закрылась, и отлично. Наверное, на этом я буду заканчивать данную торговую сессию. Получилось совсем в небольшой плюс, но в принципе время прошло нормально, и я знаю, что чем больше я сижу за графиками, тем хуже у меня в принципе результаты, качество сделок с течением времени. Поэтому заканчиваем с таким балансом, и получилось поторговать в небольшой плюс.